в роду и все сестры шили, и мать шила. Я даже шил костюм, как он, Трегубов такой был, программу вел на телевидении в Краснодаре. Да? Мне его прямо в лагерь привозили, я ему костюм делал. Да. Все, ему нужно было именно по его фигуре отшить, да? Да, у него немножко он нестандартный был. А у меня это легко получалось. В 82 году первый раз сел. В 84-м освободился, в 85-м опять сел. В 88-м освободился, в 91-м опять сел. Ну, хулиган был, время такое было. Первый раз магнитофон взял послушать, не отдал. Как забрал. Второй раз участковому немножко в челюсть заехал. Третий раз сберкассу ограбил. 6,5 лет дали, через 3 года был на свободе. Перспектива была и вором стать. Я говорю, да не, ребята, я без работы не могу, воры-то не работают. Ну я это буду... в блатном мире вот это вот. Да, я лучше вас одену. Они такие личности, они в моих костюмах ходили. В камере, вот когда в тюрьме сидишь, все равно что-нибудь шьешь. На шконке раз раскатал, раскроил. С этой робы такой приличный костюм, ну, руками, представляешь, шиволка. Чуть-чуть, нормально. А некоторым на суд ехать или там, раз костюмчик ему такой, сварганем, то за ночь. То есть из той же ткани, что да. роба, но уже с этим... Из зэковской ткани, ну, нормальная, приличная одежда. То есть смотрелся. А потом уже в лагерь, когда приехал, все, а там швейный цех. А кому не хочется или закупать эту робу для зэков, или они будут ходить и смотреть на них приятно. Администрация только рада была. Им выдают, вот этот Юдашкин придумал форму, что мешки. Они мне эту форму принесут, Леха, ну сделай что-нибудь, ну смотри, как на корове седло. Я говорю, да давай, возьму, разберу ее там, размеры сниму, сделаю так прилично. И они были довольны такие. Я потом недели-две прямо горя не знал в лагере. А это И костюмы... чай, и кофе, и конфеты, и что хочу. Некоторые до сих пор. Леха, галлюцинация. Эцинация? Галлюцинация, глюк. Почему глюк? Не знаю. Фамилия Галенчук. И как-то от этого слова галлюцинация так и прилипла. В последнее время что, пенсия маленькая, 13,5 тысяч, что-то уж не хватает. Так что-нибудь наделаю, носки вяжу, бабушка еще в детстве научила вязать. А вот моя мастерская. Здесь тоже бардак. Бардак у меня... Творческий такой, да? Да, сподвигает на работу. Сестра ругается, как приезжает. Вот здесь я провожу основную часть своей жизни. На самом деле очень красиво. У тебя тут, ну, я понимаю, что бардак, что там обрезки и все остальное. А у меня и во всех лагерях вот такая же мастерская была. И всегда, когда они заходят на час, из управления отовсюду приезжают, и мне один там, большое звание, не помню, подполковник или полковник, говорит, бардак, это, говорит, истина творения. Без бардака, говорит, он ничего бы нового не придумал. А я придумал такие вещи. Также научился ремонтировать, это ремонт. То есть ты эти швейные машинки Да, ремонтируешь? я их наизусть все поучился всю свою жизнь.
Слушай, а сейчас вот те, которые новые, они какие-то Ну, на вот других новые. принципах? Это новые, да? Да. Они как-то по-другому работают или все одно и то же? Ягуар, японская машинка. Ну, здесь часовой механизм. А что значит часовой? Здесь простая машинка наша, отечественная. Промышленная машина. Таких мало уже. А это новое, ну это тоненькое шить. А здесь шить можно кожу, заготовки для обуви. И любую толщину. И она у меня, если ломается, я с закрытыми глазами разбираю и делаю, ремонтирую. А это иногда делаю фуражки. И смотрю, как они получаются, не получаются. Ну, пиджачок я делал в лагере. Вот из такого материала я делал костюм треугол. Но я с него вырос, я его разобрал, хочу сделать с него так жилеточку. А что самое сложное, вот, когда костюм делаешь? Самое сложное — угадать фигуру человека. Снять размер и построить, допустим, вещь так, чтобы выровнять его какие-то недостатки. Мне нравится большинство шить нестандартные, чтобы фигуры были. А это я придумал тему тогда. Заниженная прона мода была такая. Вот самый разник, чтобы внизу было. Это Что что-то потом пошли у меня куртки кожаные такие же. такие суровые, для суровых Да, парней, для да? суровых парней. Это 90-х Да, особенно. чтобы боялись, да. Костюму троечку я не нравилось сделать. Жилетик, пиджачок и брюки. Чисто классический вариант. И кожа нравится, пацанят много ходят в моих До сих пор, да? кожаных жилетах. Да, да и сейчас заказы у меня есть. Благодаря рукам в лагерь приехал. Одел всех заключенных, одел всю администрацию. И меня там буквально больше 3 лет я не задерживался ни разу. 3 раза попадал под амнистию. Даже было дело 9 лет дали, ну, по ложному обвинению. 3,5 года отсидел, поехал домой. Да ты что? В Астрахани сидел. Одел всю администрацию, все управление, всю зону. А то есть у тебя там и швейную машинку давали, да, все давали? Да, мне даже бывало, в лагерь приезжал со своей машинкой. Потом увидели, чем занимаюсь. Сразу ключи от цеха, зеленая по лагерю, ищи рабочих. Оборудование буквально через недельку привезем, делай швейный цех. Зато у меня и чай есть, и кофе, и кушать, и все на свете, и отношение человеческое. Слушай, ну они, И то есть, со стороны бандитов, и со стороны администрации. ну понятно, что это всем хорошо было от Да. этого, да? Да. Да. А они, ну, Порой соответственно, такое чувство, сказываю, что я вышел на свободу, там полгода, год прошло, думаю, наверное, поизнасиловали, сейчас за что-нибудь привяжут туда, чтобы опять их одеть, ковать, обшить и опять домой. Такое чувство порой складывалось. Главное, туберкулезом не заболел. Здоровые парни такие попадают, и буквально полгода. от чего зависит тут, кто заболевает туберкулезом, а кто нет? Лень пойти в столовую покушать эту баланду. А баланда что? Перловая каша, капуста. Ну, правда, капуста квашеная, но она имеет такое свойство в любом виде. Для легких полезно. Мы брали с собой кусочек сальца, ее промыли и уже там, ну, в общаге, прижарили вполне приличное блюдо.
лениться не надо. А некоторые что, хлеб и вода, А, а организм-то, а пахать-то надо по 2 смены, некоторые пашут ради этого удо. Плохое питание, холодно, свитера запрещены. а почему? Ну тогда было так. Дуня, Маня, не балуйся. Тихо. Тихо, родные мои. Пошли, пошли, пошли. Вот. А потом тепленькой водички им. Вот они, видишь, толстенькие. Скоро будет стадо. Ломаются. Вот и все. Короче, украли у меня 22 утки и 6 курей вместе с петухом. Ночью, буквально неделю назад. Да ты что? Вот мне сестра говорит: Лех, это, говорит, бумеранг. Ты когда-то в детстве хулиганил, когда тебя в тюрьму сажали. Вот это, говорит, пришло и к тебе это время. Это уже, говорит, кто-то повырастали, и, говорит, этот бумеранг тебе дает это все знать о себе. Я говорю, ну что, я в полицию не пойду. Калитка закрыта была, а там подсобное помещение. Так приятно было, выйду, там толпа уток, толпа курей. А сейчас нету. А детей у вас не было? Нет? У меня дочь есть. У нее 4 швейных цеха в Томске. А ты ее учил или она сама? Я учил ее с детства, в перерывах. Вот освобождаешь, тогда я жил с женой, пока не развелся. Я ей швейную машинку подарил. И учил шить все как надо. Она потом закончила школу МХАТ. Она дизайнер. Она умеет делать все, что умею я. Я и платья свадебные шил, и костюмы, и все шил. А у нее это все как... Она же и говорит, не надо мне наследство, пап, не наследственность. Ну, уже последний раз освободился в 2001 году. И вот я уже на свободе. Ну, Фу-фу-фу. больше И 24 не хочу года. я туда. Да. Сестра помогает. Это ее дом, я здесь просто живу, мастерская. И слава Богу. Доволен сейчас. Да, лучше на свободе будет плохо жить, чем хорошо в лагере. Курочек кормлю, козочек приобрел. Землю спахал, что ли, церкву посажу. И потихоньку нормально. Козье молоко полезно. Научусь доить. Мне друг сказал, научу, он держал когда-то. Просто было тяжело, когда это все происходит. А вспоминать, да, вспоминать интересно, конечно. Были такие, друзей встречал в лагерях. Говорю, это, пацаны, да не переживайте, вы что вы. Говорю, придет время, на свободе будем видеться, сидеть, пить чай или кофе где-нибудь на заваленке. И это все вспоминать. А сейчас пока что, терпите. Остальная эта часть на кладбище. Много, да? Кто-то заслужил, кто-то сам умер по своей глупости. То от наркоты или еще от какой-нибудь дрянь. У нас Бог этого милого.